Ну, доброе утро. Сегодня у нас чуть-чуть другой формат, чем обычно. Мы приехали на грузовиках, на грузовике на гору, называется Изабелла. Это местная достопримечательность, и известна она, вот, к примеру, вот этой статуи. Это копия Рио-де-Жанейро Jesus the Savior, как чуть догадались уже, но меньше размером. И подарена она была тоже Бразилии. Как вы видите, почти как оригинал, но в другом масштабе. Идея была, конечно, показать вам виды с этой горы, потому что открываются очень красивые виды всей Пуэрто-Платы и океана. Как вы видите, в таком тумане из видов буду только я. Хочу вас огорчить. У нас немножко рассасывается, и, может быть, даже мы сейчас немножко увидим. Я вижу глазами, я просто не знаю, если камера это может запечатлеть. Ну вот, такой вид раскидывается на всю Пуэрто-Плату, на порт, который видите вдалеке, на Карибское море или Атлантика. Я хочу пройти внутрь, посмотреть, что там вообще происходит внутри памятника Христу Спасителю. Сувенирчики, магазинчики, ну, в основном сувенирчики, скажем. Ну, как в любом другом туристическом месте, как вы меня поняли. Тут не людно, так что, слава богу, можно все заснять. Вот это мне нравится. А Доминикана знатна своими масками. Вот это ее конек. Ну, естественно, ромом. Ну, хотя сами доминиканцы ром почти не пьют. Они все на пиве сидят. Ну, а у нас подоспели туристы, и, значит, скоро пора сматываться. Тут приехала пара бусиков с туристами. Как вы знаете, я это не очень люблю, но... Так, продолжаем идти по горе Изабелла. Изабелла! Анекдот старый вспомнил. Нас тут улитки занимаются любовью? Нет, они просто... Дружат просто правильно. Меня просто так проверили с места. Я не знаю. Входим в джунгли. Ну, если вы видите теле- или радиовещательные станции, то, значит, мы на пике горы. Это просто вид. У тебя красный памятник, мост, на который мы сейчас поднимемся. Океан слева, который мы сейчас не видим, и джунгли справа. И это находится на самой верхушке горы Изабеллы. Что у нас из новостей? Мы перебазировались в центральную часть Пуэрто-Платы. Сейчас ищем ресторанчик и покажем немножко местный колорит. И такие туристические места, конечно, не мое, но немножко посмотрим. Так, это их как бы основная улочка, как Никольский, там в Москве уже забыл, как называется это, но тоже есть такая похожая улочка. Сейчас дойдем до их храма, немножко из истории. Тут написано, что Колумб в декабре 1492 года приехал именно в Пуэрто-Плату, именно сюда. И это было первое место его первого путешествия. Это важно, потому что Амерго Веспуччи уже поехал с ним во втором, и официально они доехали до Америки во втором путешествии. Тут рядом храм. Я думаю, тоже в память Колумбу. И это самый-самый даунтаун. Кстати, вон гора, на которой мы были на самой высоте. Если вы видите там вдалеке, это крест Иисуса, который уже показывали. А центральная площадь,
Ну, туристические разводы везде, естественно, это. И, по-моему, это ресторан, в который мы идем. Вот оно, вот это красиво. Уютненько, красиво. И на улице. Я думаю, сядем здесь, да? Я вот предлагаю. Давай, да, конечно. Как видите, сзади стоит в самом конце улицы большой лайнер. Тут это часто они бортуются. Понятно почему. Думаю, к нему подойдем, посмотрим поближе. Так у нас по бокам местный Арбат. Местные умельцы продают свои местные говнища. И наконец-то мы попали на эти зонтики. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a dar de besito en la carita. Un día conmigo y los gatos necesito. Bonita, baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a dar de besito en la carita. Борисыч, ты точно изюминка местная. Жизнь будет Можно, веселее. можно мы его оставим у вас? Конечно. Перманентно. Легко. Как залог, чтобы вернуться. Вообще. Да, музей камней, окей. Такой красивый. Ты, какие янтари красивые, правда. Welcome. Вау. Вау. Welcome. Wow, this is beautiful. Колечки с Ларимаром. Блин, великолепно. А голубой это Ларимар, да? Да, Лари... Ну, такой типичный магазинчик. Типичные сувениры. Это завод по переработке Ларимара. По переработке Ларимара, который, вот, пример его лежит прямо здесь. Голубой симпатичный камень и янтаря. Как вы поняли, янтарь тоже здесь. Алю, как пахнет. This is mango. О, вкусно, да? Шоколад. Опять сигарет. А это шоколад. Тут, я думаю, отдел премиального качества. Вот, ручные. No, it's okay. Thank you. Thank you. Вау. Це коллекция Мама Хуана. No, sir. Приехали на Марину. Приехали на Марину, где жаки на лодку стоят. И Жака живет прямо на Марине, в этих лодках. Это обязательно хотим посмотреть. И океан тоже красивый очень. Сейчас пойдем посмотрим лодку. Идем смотреть лодку. И солнце выходит. И так в Доминикане всегда. Каждые 5 минут. Не нравится погода, подожди 5 минут. Это местная флотилия. Это большая, лодка от итальянских приехали. Да, ну а мы дошли, и, естественно, это была последняя лодка. Как вы заметили, дождик опять успел пройти и еще раз закончится. Вот так мы идем. Так, а вот красавица. Какие паруса. Вау. Да. Можно стать?
Мы забрались вроде вглубь этой корабели. И вот обзор делаем. Ну вот, я стирал, они, короче, все отбрал, уже все вкусно. Так, господа, тур не хочу пропустить. Тут туалетик и одноместная. Ну, ведь они говорят, нет, тут осталось. И здесь еще одна комната, деревянная. Вот тут сразу механики понабежали. Просто нам вот первый вопрос, да? Что, давай там сюда. Да что за двигатель, давай. Пятница, 4 цилиндра. Объем. А скажи, дата рождения. Здесь еще одна карабала. Это Сережкина калинка. Yes, on is. Пяло. Папа. Вот третья лодка. Я уже сам запутался, да? Это тоже Женина. Да, но это, по-моему, нужно не на ходу, судя по всему. Сейчас заглянем. Я перебавил. В общем, все 4 лодки здесь подряд — это Женя и Сережа. Можешь как бы делать не так, как оно должно быть. Ты же можешь ее посмотреть. Ну да, я думаю, это не на ходу. Доброе утро. У нас погода, как всегда, пасмурная с утра. И сейчас дождя нету. А сегодня у нас последний день. О, дизелек заводится наш. Это Женина маленькая ласточка, которая нас здесь всех спасала. Едем к ребятам на пляж. Сегодня у нас день легкий. Я думаю, искупаемся, поболтаем, посидим. И часов 5 должны быть в аэропорту. Так что увидимся уже в аэропорту. Ну, мы возвращаем мотоциклы. Хочу просто напомнить, что мы находимся на этом полигоне, где их брали, где было полностью платили плавающих мотоциклов в прошлый раз. И все уже сухо. Он последний раз прощаюсь с мотоциклом. Всем рекомендую это место, кстати. Как бы, если вы понимаете, что такое мотоцикл в Доминикане, то очень рекомендую это место. Если вы не понимаете, о чем я говорю, я не рекомендую вообще на мотоцикле садиться в Доминикане. Это встреча. Ну вот, у меня момент прощания. Это серьезный момент для любого мужчины в его жизни, когда он расстается со своим конем. Большие благодарности Ямахе, большие благодарности этому малышу. Он меня спасал, выручал. Как говорится, тебе новых приключений. Вот как истинный доминиканец, Серега помыл мотоцикл. Идем заводить тело. Серега решил нас проводить, а Жека подвести. Слава богу, что есть друзья. Да, Генка? Да, друзья, это самое главное. Правильно, Гера? Правильно. Ну все, господа, аэропорт, дорога домой. Я позже еще благодарен стране Доминикане.